Друзья, два напоминания. Первое о том, что выставка работает в Москве ежедневно, кроме понедельника. Приезжайте, вам покажут с 12 до 19. Покажут мои работы, занимают первый этаж особняка. Живопись маслом и графика тоже. Правила посещения выставки изменились в связи с вирусом. Теперь в обязательном порядке нужно записаться по этому телефону и заплатить 200 рублей. Вам назначат день и время посещения. Второе напоминание о классе, который произойдет на майские праздники. Будет две группы с 1 по 5 мая и с 7 по 11. Мы будем писать Галицинию 2 дня в Никитском ботаническом саду и 3 дня проработаем в Гурзуфе. Пишите мне на WhatsApp, я вас включу в группу. Мино. Кстати, о простоте. Всю жизнь живу с убеждением, что художник сначала учится отображать объективную реальность и только со временем учится акцентировать внимание на самом важном для восприятия, убирая лишние детали и шум. Шум мне больше всего понравился. Но вы знаете, Мино, даже когда мы учимся рисовать объективную реальность, я учился в Строгановке, на первом же курсе мы выделяем что-то главное, прорабатываем его сильнее, чем второстепенное. В рисунке, по рисунку все это должно быть построено, но как это выделяется, то есть композиционно, конечно, мы работаем с первого же курса. Это просматривается на уровне, 10-20 сантиметров, если объекты расположены, натюрморт, например, одна чашка там впереди, другая сзади, и та, что сзади к вам, она уже меньше проработана, она прорисована, она смоделирована, но сильнее, вот здесь все, линии, штриховка, а здесь меньше. Так что композиционное чутье развивается одновременно. Этот процесс может занять несколько лет, а может занять всего 1 минуту. Посмотрите, нужно вообще миллисекунды у фотоаппарата, чтобы просто с зумом он моментально фокусируется на чем-то, например, на лице. Вот сейчас фокусируется, да, камера. Это же происходит моментально. Я даже ближе приближусь, она моментально ловит фокус. А остальное это расплывчато, то есть меньше информации. Она же так заточена, что технически ловит вот эту область и делает ее фокусированной. Мы это можем делать за 1 минуту. Поняв, применяя это на практике, мы можем это использовать. Тот план весь размыт. И мы можем таким же способом подходить ко всему, что не главное в нашей композиции. Светлана. Через пробел. Светлана. Думаю, улетев с зонтом, Слава возвратится, обогатившись еще одним взглядом на живопись, на исключение из правил и новые эмоции. Потом он нам расскажет об этом, как всегда, интересно. Так что, Слава, летайте. Спасибо, Светлана. Я убежден, что человек, каждый, рожден, чтобы летать. А успешная композиция – это неожиданная композиция, это исключение из правил. Это неправильная композиция, на мой взгляд. Нельзя одну и ту же мелодию джазистам сыграть одинаково. Понятно, что они попадают в ноты. Кстати, ноты могут быть и другими. Они попадают в гармонию. Вот какая штука. А ноты могут отличаться чуть-чуть в терцию, влево или вправо, вниз или вверх. И тема будет узнаваться, а мелодия будет узнана. Так что давайте летать вместе. Маленькое эссе вспомнилось на эту тему. Я порыв ветра, который ворвался в твое жилище, распахнув все окна и двери. Я выхватил из твоих рук бумажки с твоими записями о существовании, о Боге. Они улетели высоко в небо и встретились там с дождем, который смыл с них слова, оставив их чистыми. Я ветер, я сорвал со стен портреты гуру, на которых ты молишься. Я разбил скульптуры богов из драгоценных металлов и камней, которым ты поклоняешься. Я загасил священный огонь в лампаде у иконы Девы Марии с младенцем. Я все смешал
в твоем доме, потому что я хочу, чтобы ты навел в нем порядок и выбросил все ненужное. Я хочу, чтобы в нем остались пустые стены и были открыты все окна и двери, чтобы ничто не мешало мне проноситься по этому пространству с бешеной силой, когда ты забудешь обо всем и станешь дышать только мной. Еще один фрагмент с выставки, с открытия выставки. Мы рисовали шаржи, и друг на друга, на меня тоже рисовали. Взгляд такой хитрый. Да. О, хорошо, улыбайся, отлично. Швырять не буду, как та девушка, которая швыряла. Ну что надо? Кто-то швырял? Там девушке не понравилось, она швырнула. А, да, это И все, стала Маша. врагом. Машу зовут, боюсь назвать, а то она вдруг сейчас здесь. Нормально? Очень точно все. Уже люди говорят, что точно. Так, сейчас. Ну все уже, да? Все достаточно. Так, держи. Сфоткаешь? Фотографии делать? Да. Ты не видел еще? Нет. Ну и что, супер. Вячеслав, а можно? На тебя? Давай. Александр. Просто интересно, как я вот никогда никто никогда не говорил плохого слова мне, вот, по крайней мере, в жизни это везло, неплохое. да. Вот думаю, что сейчас скажет художник. Уже, да? Наверное, Подожди. созрел. У меня руки трясутся. Нормально. О, так. Мне кажется, уже больше ничего не надо. Сейчас. Ну вот сейчас испортите, понимаете, что Вот так вот. О. Все. вы Как сами это говорите. вообще? Фотку сделай. А подожди, у него еще вот эти носогубные. Что, не работает? Не, нормально. Надо так вот. О, да, точно. Очень даже. А вот же Кэт. Сержант Игорь Творогов. Саврасову достаточно было 2 пальцев, белил и угля, чтобы написать шедевральный зимний пейзаж. Возможно ли это? Ну, конечно, возможно. Все возможно. У меня был эпизод, когда на одной улице, ну, я там был приглашен на открытие улицы где-то в центре Москвы, не так давно, Мясницкая, что ли, не помню, как она называлась. И я писал, кстати, портрет одной девушки. У меня была палитра с красками, но я писал салфеткой практически весь портрет. Я чуть-чуть только тронул кисточкой, совсем немного, ну там, где блики да глаза, а все остальное написано салфеткой, большими широкими движениями. Мы же пишем из головы, ну, не руками, мозгами. Леонардо об этом говорил, что художник пишет, рисует головой, а не руками. А раз так, любые материалы могут использованы, и любые инструменты могут идти в ход. Я раньше какие-то делал из губки какие-то штучки, обвязывал их изолентой, ну, чтобы в растирку. В общем, пожалуйста, можно экспериментировать углами чего-то, каких-то там, каких-то шлакват или чего-то, чтобы добиться того, что мы, ну, видим, чувствуем в мозгах. И живопись от этого только обогатится. Это вопрос достижения фактур,
какой-то новизны, так что я за эксперименты. Я вспомнил, это была не салфетка, это был носок, который я снял просто с ноги. И вот так свернул его кусочком, обмакивал в палитру и писал, сказал, носком. Так что инструмент всегда под руками. И в руках, и на ногах, может быть. Я люблю как-то матовую живопись. Больше она не бликует.